Добрейшее утро, зрители моего канала, и огромный привет тебе, мой случайный зритель. Река Волхов, октябрь. Какое число? Ну, короче, какое-то число в октябре. Почти 7 часов утра. Я, 9 октября. к сожалению, нечастый гость на канале. И вообще не часто мы с ним встречаемся в этом году. Таковы обстоятельства. Жека. Машем рукой, мы вам, вы нам. Значит, что? Как я говорю в последнее время, лё финит гастроль. Наверное, будем мы закрывать фидерный сезон. Приняли решение сделать это на Волхове. Не поехали мы на Суходольское. Вот. Хочется все-таки порыбачить на этой могучей славной реке. Потягать хорошую трофейную рыбку. Я надеюсь, что нам повезет, несмотря на то, что информация противоречивая. Вроде как кто-то ловит, кто-то не ловит. Говорят, под берегом сапа, говорят, лещ на мелководных прогонах. Ну, у нас местечко такое, мы здесь первый раз. Течение быстрое, основная струя под той стороной. Надеюсь, что здесь не сильно глубоко. Обещают сегодня хорошую, прекрасную погоду, несмотря на то, что осень прям вот золотая-золотая. Предпоследний погожий день у нас в Питере в этом, не знаю. Но пока предварительно последний погожий день до плюс 12, солнечно. Женька уже, смотрите, пока я тут одно, а он уже там уже педаны прикрутил. Достал Гретхема 3,6 до 100. Мажорище. У меня, как обычно, все по-скромному. Да, 7 часов ровно, видите. Стольчик вот такой. Палочка Брискала Грума до 140. Значит, у меня сегодня прям эксперимент. Пользуясь случаем, передаю привет Мише. Салапинская, я ее так назову, каш по Мишиному рецепту. Здесь у меня опарыш мороженый. Буду его сейчас щедро резать. А вот здесь сало. Сало, да, можете кидать в меня палкой. Жек, ну у тебя растаяло. Жек хранит, как и я, прикормку неиспользованную в морозилке. Подтаяло более-менее. У тебя есть во что переложить? Я в карманы буду класть. Не, ну перекладывай сразу, чтобы это оттаивало. Я только в карманы складываю. Я могу тебе сразу и положить? Конечно, я сейчас заберу. Ну, ладно. Конечно. Нервный, Конечно. нервничает. Я могу тебе сразу положить. Конечно, можешь. Нервный старый дед, блин. Хотя у тебя бороды нет, Шон Коннери на минималках. Мне всю кашу заморозил. Значит, почему выбор такой? Почему именно салапинка такая по особому рецепту? Ну, многие считают, что лещ сейчас уже не любит яркие ароматы. Поэтому мы будем пробовать. Жека здесь, я ниже по течению. Поэтому он себе распугает всю рыбу. Ну, естественно, ароматику потянет. А потянет ее вот туда. Распугает мне всю рыбу. Вот. Я-то уверен, что я поймаю. Сало-то видели, какое вкусное? Конечно, ты поймаешь, по течению ниже сел. От меня рыба к тебе приплывет. На мою прикормку, конечно, ты поймаешь. Ладно, наивный чукотский юноша. Ну что ты? Начал прорисовываться противоположный берег. Здесь пару тычек стояло, я вынул. И валяется мелочишка. Предполагаю, что здесь народ ловил на живца. Наверное, я же думаю, что не стихийное экологическое бедствие. Вода, градусов 10, мне так кажется. Жека нам расскажет о каком-то новом восьмижильном шнуре. Никакой очень тонкий. Не новый, самый земной. Очень тонкий шнурок. Приятный. Задумываюсь тоже о покупке. Кстати, Сейчас послушаю, как свистит по кольцам. Валберисы 500 рублей. Ага. Дешево, сердито. Видите, опять какая инсайдерская вам инфа. Берите. Берите на вооружение. Я почитал отчеты, кто-то ругает, говорит, рвется как нитка. А у кого-то, видите, работает нормально. Я точно буду брать. Жек, я буду использовать самый здоровый крючочек. Ну вот, ребят, чуть-чуть вы услышали, здесь мы обсуждаем. Значит, скользящая оснастка у меня. Грузик маркерный поставил. Отвод из фидергама, длинненький такой. У меня будет поводок, сразу скажу, из 0,16 лески. Я тончиться не буду. Большой крючок. Я вам потом все покажу. Жека дистанцию нашел. У него примерно метров 40 с небольшим. Говорит, глубина метров 7. 7. Ребята, я даже ориентира пока не вижу, куда буду кидать. Но надо же попробовать, да? Где здесь что?
Ага. Глубоко, груз 80-ка и тянет далеко. Надо попробовать это, соточку поставить. 90, да? О, подстукивает. Да здесь везде стучит, что здесь мерить-то? 90, да? Грузик? Не надо. Я сотку поставлю. Сотку, ага, вот что-то влип, камушки. Оп, влип камушки сразу. Все, застрял. Ну да, не надо умничать, да? Забросил, сразу лови. Так, грузик вытащил, потянул немножечко, он выскочил. Поставлю сотку. О, первый пошел. Значит, тут хотел вам показать лайфхак. Допустим, вот видите, не знаете, какой взять ориентир на противоположной стороне. Смотрите, вот видите, палка лежит. Вполне себе можно взять вот это направление как ориентир. А встанет солнышко, уже найти какой-то ориентир на той стороне. Я иногда специально, если вот нет ориентира там, либо палочку также выкладываю, либо камышинки рву и камышинками делаю себе ориентир. Ну что, сотку. Глубоко, яма прям под берегом, вот здесь вот она. Яма прям близко-близко, но я вот где-то вот... Да, примерно одинаково везде. Ага, вот, наверное, какой-то легкий подъемчик. Видите, подлипает. Точно начинает ползти вверх. Дайте-ка пока клипсу оставлю. Отпущу, вернее. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Клипсуюсь. Раз. Ну и все. Это, наверное, будет моей дистанции. Да, попытка перемериться, сесть где-то на границе песочка и камушков. Минус маркерный грузик 100 грамм, отвод и все прочее. И опять поиск новой точки. Ну, что ж, такова рыбалка на Волхове. Кормушек у меня много сегодня, поэтому будет весело. Третью кормушку метнул, пока поводочек не привязываю. Десяток сейчас кину. Вот такой неприглядный вид с рыбалок. А иногда собираю остатки опарыша, привожу домой, кидаю в морозилку. Ну, кусочки мотылька, видите, насадочного. Ножницы, пожалуйста, в любом маркетплейсе для зелени называются. Не рыболовные, а именно для зелени. Ну и все. И вот сейчас буду молотить это все прям в труху, в фарш. И буду подавать вместе с кашей. Прямо сейчас момент закорма. Потом уже дальше ничего добавлять не буду. Ну, возможно, кукурузу порежу еще сейчас. Сюда же все на фазе старта накидаю. Жека тоже кормится. Кормится уже, в принципе, ловит. Ты же поводок привязал, да? Все, поводок у него есть. Поклевок пока нет. Вот такая неприглядная жижа месиво. Ну, а вы как хотели. Вода холодная. Попробую поддать белка. Так, порубил. Хочу просто посмотреть, что там с кашкой-то происходит на дне. Ну, понятно, что не объективно, но в целом. Хлоп. Да что с ней будет, разваливаться? Хорошо, здесь клейковины немного. Она, в общем-то, и рассчитана на то, чтобы ловить в достаточно спокойной воде. Давай. Ну-ка. Первая поклевка у Жеки. Я пока еще поводок не привязываю. Еще 3 кормушки заброшу. Хочу просто дубинить сегодня. У меня не будет активной рыбалки. У меня будет спокойная, размеренная. Сало, червь. Огромный крючок, 0,16 поводок. Сало лучше мне отдай, я сожру. Там маленькие кусочки я уже порезал, бро. Я маленькие тоже съем. Ну, если только на крючке ты будешь, то угощайся. Ну, где поклевка-то? Ну... Мы тут все прильнули к экрану, ждем. Ты что, решил просто экшена добавить? Нет, было. Но никакого точно, драйва, ты же да? видел. Ничего я не видел. Я только рыбу, когда увижу на крючке, тогда поверю. Ну да. Увы. Увы и ах, ну это приятно. Мотылик? Да.
О, интересно, мотель. Да все похоже, Наоборот. похоже обсосало прям в секунду. Сейчас сделаем. Сидит, Не знаю. сидит. Нет. А что? Просто так продрал? Есть. Сидит, сидит, я тебе говорю. Есть. Не понимаю, Ну давай, давай, тяни. честно. Но либо ты ее волочишь по дну, либо ты волочишь рыбу по дну. Что-то она... Я не понимаю вообще, что происходит. Ну не форсируй, что ты не понимаешь. Фрикцион не свистит. Определенно, Да, есть. ну, определенно идет рыба. Подсак нужен? Не тяни. Отпусти, Нет, сейчас вынет. Она не это, не тянется. Ну сейчас вытащит сама, отпусти. Она не зацепилась-то. Подсак собрать? Не надо. Ну не зацепилась. Во, зацепила точно. Пусть постоит. Покури минутку, да. Вот так вот такая история. Это лещ. Ну не факт. Ну, это факт. Что такой ты пессимист? Ладно, я пока выключу. Сейчас продолжение будет, Да, включу. Оторвал Жека, все, кормушка застряла наглухо. Но мне кажется, ты точно волочил рыбу прям, ну, Не очень понятно. ну как непонятно. Ты ее всек, и все, она у тебя по дну упирается, волочится, и все. Все может быть. Ты же знаешь, как лечь, морду в камень, и все. Сегодня у меня поводок готовый, я его связал дома. 0,16 леска и шестерка, вот пинтхук. Что такое огромное, а у меня сегодня сало. О, вот так лучше будет, да? У меня сегодня сало, у меня сегодня червь, а я сегодня отдыхаю. У меня нет желания заниматься спортивной рыбалкой. Буду поддубинивать, извините за мою грязную руку. Не грязная, а такая рабочая рука. Кормушку я использую сегодня вот такую. Опять же, извините за руку. Сережа Скоробогатов, привет. 80-ка с длинными усами. Стоит четко, не скачет. Фидергам. Кормушечку набил. Почему еще такая? Потому что крупная сетка. Мне надо, чтобы она достаточно оперативно освобождалась от крупной фракции. Удочка до 140 грамм. Неспешный заброс. Распаковка червя. Привет, Кондрашка. Вернулся с родины. Если бы вы знали, какие сложности... Эх ты, ё-моё! Какие сложности сейчас там приобрести червя. Я уж не буду говорить накопать. Жара под 45. Весь червь ушел на дальний кордон. У нас дома навоз. Корову держали до недавнего времени, поэтому всегда я его копал у себя под боком прям во дворе. Но последние пару лет уже с этим сложно. Отдельно пакетик под мусор у меня здесь привязан. Вот. Пора за лещом. 4-й червь уже. Сажаю 4-го червя. Вот у меня вот такая будет куча огромная. Жало сейчас подзакрою. Уже жал даже не получается закрыть. Столько его натрамбовал. Все, вот. И буду поддубинивать. Раз в 10 минут, там раз в 5 минут буду перезабрасывать. Хочу Жеке показать телеграм-канал. У нас здесь есть сообщество рыболовное. Когда собирался на рыбалку, много советов было. В рыболовном сообществе ребята писали, что сейчас лещ может питаться и салом, и мальком. И мне товарищ прислал, ну вот один из сообществ, он живет в Самаре. Кстати, вот его кормушечками, во всяком случае, я сегодня рыбачу. Сережа Скоробогатов прислал мне фотку. Чел ловил судака. Большой, да. 4800. Нифига себе. 4800 на силикон. Ловил судака, поймал леща. Но они, как правило, же ходят стайками, да? И пока идет, не надо. Да это может быть и окунек. Окунек же он тоже достаточно дерзкий. Ну, кормушка. Ага, это хорошо. Рыбка есть. А что? О, сапа. Сапочка. Хороший размер. Возьму-ка я, наверное, ее. Ой, зацепил. Да? Хорошая же.
Отличная сапа на червя. Он червь по всей леске бегает. Беру. Такую я возьму. Сейчас посмотрим, что Женька взял. Сапа. Нет, подлещик. Подлещик, но неплохой. Густера. Это густера. Я такой только видел в аквариуме пиранью. Густера. В ней грамм 400 точно, наверное. Ты сейчас убежит рыба, Жек. Она на крючке. Да она уже снялась давно. Старче пока невод там раскладывает. Ну-ка давай закинь. Свои 8 метров. Задок? Да. Ну вот примерно там у него точка, где он ловит. Зато видишь, смотри, как утонул весь. Да, это хорошо. Ну яма прям под берегом здесь. Я говорю, тут 15-20 метров кидаешь. И примерно те же самые 5 метров, что и на 40, где я кормлю. Давайте-ка проверим. Ага, есть. Такие тычки были неуверенные. Раз дернула, второй раз дернула. Упирается, может быть, даже и под лещ. Да? Нет. Нет. Сабелька. Вторая, чуть помельче. Но тоже сгодится. Как у меня клюет-то, как у меня клюет. А я тут занят. Занят, все занят, ребята, извиняюсь. Извиняюсь, это лещ. Да нету. Я думаю, что мелочишка. В траву хочет. В траву отдай. Густерка. Нет. Не. Густерка, да ну странная какая-то. Эх ты. Просто в шахту. Огромный крюк и огромную кучу червей. Во, в шахту. Видите, когда она хотит, она берет, и ей все равно на размер крючка и на 0,16 поводочек. Ну, странная помесь какая-то прям. Мне кажется, помесь. Что-то уж хвост какой-то слишком похож, да, на эту, на другую рыбу. Вон какой братан прилетел тут, хочет что-нибудь у нас подкурлычить. Ну-ка, стой. А мелочь будешь? На. Курлы, 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 курлы. Налетай, дятел. Ну, на еще тебе, подкурлычивай. Курлы, курлы, курлы. Слушайте, а у меня какая-то трагедия здесь. Первый раз такое. У меня как-то намотало под шпулю. Вообще даже не понимаю, ничего не могу сделать. Там, похоже, какая-то борода кудрявая у меня снизу. То ли руки грязные, то ли, может быть, лескоукладыватель был грязный. Да нет, чистый. Ну, буду разбираться. Жека ловит, а я вон прикуриваю пока. Все, я там победил. Катушку победил. Смотрите, какой осьминог. Вот на предыдущем забросе буквально 2 поклевки и все съели. Но так обычно поступает густера пронырливая. Чуть зазевался, а у тебя там уже ничего нет. Хорошо крючок на месте, а то могут и его лишить. Дружок-то вон, позвал второго кореша. Прилетай, говорят, здесь кормят дохлой рыбкой. Вот они теперь стоят, ждут от меня еще подачки какой-нибудь. А у меня уж ничего больше и нету. Ну, то есть я продолжу то, что ты начал, да? Да. Мы тут засуетились. Такие... У меня там жирные густерища. Жека говорит, надо собрать, а то будет потом мучительно больно. Собирает, смотрит, а у него удочка ползет по стойке. Тудысь уже. Небольшая, но... Евгений, знаешь что? Я вот так тебе его положу. Не ругайся, пожалуйста. Ребят, ну что-то тяженькое. Может быть, конечно, кормушка еще полна. Там 80 плюс корм. Ну, не хочет она всплывать. Вон. Фидергам. О, смотрите, что. Ох
ты, это лещ. Это лещ, Жека. Пацак? Нет, это не лещ. Густера. Я балдею. Люди добрые. Вы посмотрите, что творится, а? Что творится, Евгений? Ну это же не лещ. Да это на леща похож. Ну это густера. Вот Ну, у это- него морда как у леща. Да блин, у нее плавник вообще как у сапы. И плавники, видишь, какие красные. Да нет, у нее слишком крупная чешуя. Ну, короче, эксперты, будьте добры. Ваше авторитетное мнение. Только прямо она, кормушка приводнилась, сразу хлоп, и иди сюда. Ох, нифига себе. Там выше по течению кто-то бросил, рыбку, наверное, потрошит. Просто такое там приехало. Такой ливер приплыл. А мы думаем, что он тут кружится помаленечку. Кружится. А он там ливерок как есть? Эх ты. Мне казалось, хороший был. А он ливерок. Вот еще ливерок прибило к берегу один. А вот там вон чешуя. Кто-то рыбку чистил. Вчера, возможно, рыбачил. А это, скорее всего, сегодняшний улов уже. Есть? Ну давай, порадуй нас. Вот сейчас у них начнется махач. Пацак? Просто бодренькая. Густерчика? Да. Какая она упитанная, да? Приятная рыба. Просто бодренькая. Огонь, огонь. Ага, есть. Ух ты! Их ты! Ты порвешь, там удочку сломаешь. А что-то мне как-то странно все уходит. Где-то под берегом зацеп, что ли, был какой-то странный. Давненько не было поклевочки. Пару ударчиков, тишина, пару ударчиков, тишина. И потом вот раз, 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 раз. И рыбешечка. Красота. Очень бойкая рыба. Очень бойкая. И очень приятная. Хорошо сопротивляется. Несмотря на фидергам, поклевки резкие. Заметные. Все четко видно. Все читается. Червя сегодня ну реально много. Поэтому нет смысла его экономить. Че, Жек, волочешь? Насаживаю прям по 3, по 4 огромных толстых червя. Которые в обычной бы ситуации я бы, может, еще и напополам бы разделил. Ну, приловленный поплавок, я бы их точно разделил напополам. А здесь хочется даже еще подсадить, крючок поставить покрупнее. И порадовать рыбу, удивить ее. Очень хочу, чтобы моя приманка, насадка была заметна на дне. Сейчас после этого заброса у меня пойдет сало для чистоты эксперимента. Вот смотрите, видели? Когда я забросил, только-только кормушка упала на дно. Так. Что мы тут делаем? Угу. Подсекайте ассортимент. Ну, значит, кормушечки такие, кормушечки сякие. Ух, какие взрослые стаканчики. Мотылик сегодня 0, да? Не работает? Ну я все время мотылик насаживал. А, у тебя сейчас Да. прям только на мотыля ловишь? Угу. Хорошо. Ну а где рыба-то? Если только на мотыля ловишь. Где рыба-то? Вот, спартанский стол. Ничего нет, вот только килограмма по этих червей и все. Даже кукурузу не буду сегодня использовать, не вижу смысла. Все, мне кажется, все-таки ей нужен белок рыбехи. Но у меня провал в клеве. У меня тихо прям. Наверное, лещи пришли трофейные на точку. Встану рядом с удочкой, чтобы ее вовремя схватить, когда она поползет к воде. Да. Ну, в общем, 50 на 50, да? Похоже, что да. Похоже, да. Скорее да, чем нет. Да. Ну и прекрасно. Небольшая.
Засолочный, Но бойкая. засолочный вариант. Ну хорошо, хоть у меня что-то давно уже поклевок нет. Сейчас там лещи все подъедают и все. Подтянет я спокойно. Ой-ой-ой-ой. Ребята, отсидел минут 15 с салом. Мне показался задев был на сало. Только пересадил, поставил червя, только упала, прям только приводнилась. Да мне главное, чтобы она не застряла, или я уже что-то волочу, я не могу понять. Это просто кирпич. Вот там у меня кирпич висит. Фрикцион. Да фрикцион кряхтит как надо. Ну четверка, это четверка. Это лещ четверка. Жека, он не залезет в твое это. Залезет. Залезет. Подожди, у меня уже локоть болит. Давай, давай, давай. Хорош. Судак, это судак. Это судак, ребята. Это двушка. Давай, давай, давай. Это двушка, Это лещ. это лещ, да. Матери Божьей, это трешка. Давай, 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 давай. Хватай. Есть. Это хорош. Вот это да. Целуйте меня все, целуй. Я не псих, ребята, я не псих, но люди добрые. Это мой рекорд. Слушайте, ну тут у нас сразу, не отходя от кассы, взвешивания. Давай, сколько? Бросай. Небольшой. Кило 725. Ну ладно, я иду к двушке. Сколько лет, сколько зим. Как давно я ждал-то поклевку-то. Не уверенные тычки, но рыба есть. Рыбка есть, не крупная. Но не было ее. Надеюсь, подошла. Под все подряд ныряет. Не крупные густера. Вон. На огромный просто пучок червя. Съела крючок. Крючок в шахте. А вы говорите. Аккуратная насадка по осени. Да, Евгений? Да. Достаю супер экстрактор. Лучший, ребята, лучший. Всякие у меня были, но это вот лучшее, что есть на рынке. Шемяк. И достал. Все. Вон сколько червя посыпалось. У меня только-только началась трястись рука. Сначала этого не было. А сейчас просто как осознание того, что 1,7. Ребят, я крупнее не ловил. Честное слово, не буду никого обманывать. Мне хвалиться нечем. 1,7 это мой рекорд теперь. Не то что волховский, а вообще рекорд по лещу. Опять буду сажать много. Сажаю прям осьминогом. Потому что видите, какой размер. А ему чем крупнее, тем приятнее кушать. Хорошо крючок сидел. Прям осознанно он его подобрал. О. Слушайте, ну я только насадил вот этот пучок, который я вам показал. Забросил, у меня сразу села батарейка. Поклевка. И вот такая густерища. Это просто густера. Даже астраханцы бы нервно прикурили. Они ее называют бара. А тут вон какая красотка. Нереально. Есть весы, потом обязательно взвешу. Гуси, похоже, полетели. Вон клин целый. Ух ты, да. Осень пришла. Так, первый час рыбалка. Я кушать тоже надо. Я обычно не снимаю. Собственно, что там ем, что тут. Что я послал, то и едим. Сегодня сарделечки, яички, сырочек и хлебушек прекрасный заварной с изюмом. Обожаю тут. Ну и чаек, конечно, будет. Погнали? О. Приятного аппетита. Ага. Ну-ка, удиви. Не, удивляться нечему. Ну, рыба есть, ну, земная. Может, пацак? Не, Неплохой размер-то. ну вот серединка такая. Выкормил я его. Вырезал, блядь. Ну вот поддали резанинки. Да. Ну, годится. Только мотыль, да? Да. Вот так. Добавляйте резанину обязательно.
Да есть, сидит, проверяй. Мы все пытаемся покушать, а уже эти самый разгон начинается. Бойкая. Ну вот буквально пару минут между поклевками. Лещика вытащил, а это густерка, наверное. Да. Густерка хорошая. Вот из-за горизонта показался волховский Титаник. Волховский Барс. Акбарс практически. Сейчас нас сдует. Он прямо у нас по точкам идет. Да. Вот дрянь такая, а. Что, ты его подсечь хочешь? О, подсек! И фрикцион молотит. Ну, прекрасно. Эх, сейчас вся моя каша разлетится там. Это надо кормить теперь опять усиленно. Ё-моё. Братан, ну что ж ты сделал? Вот сейчас нас Жека смоет. Пойду-ка я садочек поймаю. Мой-то сейчас может уплыть. Нет. Ну, хвались. Ну, обычный размер. Ну, обычный. Такой же, как и... Нет, крупнее, чем первый. Крупнее, чем первый. Ну, хорошо. 100 пудов. Но у меня резанина есть. Ну, червяк. На червя тихо. Хотя вот сейчас пока кушали, снасть вымотал, крючок голый. Потихонечку объели, незаметно как-то для меня. Попробовать мотылька ради спортивного интереса, конечно. Ну вот видишь, как иногда полезно перезабрасывать, да, удочки? Хорошая рыба. Ты что, бубнишь? Ни поклевки, ничего не видел. Жека сидит, говорит, рыба вообще не клюет. Тянет, она у него там прям уже уснула, мне кажется. Ожидая, когда он не зайдет до нее. Ну да. Вот у меня на червя тихо. Прям тихо. Какие-то робкие поклевочки. Раз, рыбки нет. Зачастую просто оттянут кончик у мотыля. Ой, у мотыля. У этого, у червя. А у Жеки вот нет-нет, да и клюет. Поэтому сейчас постоит у меня еще до следующего перезаброса удочка. Я ради... Есть, да? Ну вот, видишь, на мотылика все-таки подкормил. Выкормил ты его. Густерка, да? Густерка хорошая. Вот. А ради просто чистоты эксперимента насажу мотыля. Ну, пару-тройку раз посижу, посмотрю вообще, как оно. Вынужден очень требовательно подойти к выбору мотыля. Прокалываю его просто в центре. Вообще с этим не заморачиваюсь. Вот в центре наколол. Пучок большой, красивый, жирный. Сейчас посмотрим, есть ли у меня подлец на точке. Опа. Люди добрые, вы хотите прикол? Блять, у меня клипса отстрелилась. Я не знаю, у меня слетела клипса. У меня нет клипсы. Как такое может быть? Я обалдею. Самое главное, это все в прямом эфире. Просто. И все. Я манал. Ну что-то делаю не так. Ты же не 2 раза завязываешь, 1 раз. 5. Ну серьезно, петельку. 5. Серьезно, да? Да. Блин, а я только 1 раз делаю. Ладно. Пусть пока стоит, сейчас вымотаю, буду искать дистанцию. Короче, клипса у меня соскользнула, и я сразу зашвырнул на 77 оборотов. Просто чтобы вам было понятно. Мои истинные намерения обычно в рыбалке. Жека он просто молчит и все. Он, в общем-то, знает, что на эту тему шутить бесполезно. Он
просто закидывает обычно на 170. Есть? Эх, жаль. Хороший был бы кадр. Застрял. Мотылек чуть-чуть у меня там подизносился, пока я тут перемерял быстренько дистанцию. Вот она особенность Волхова. Сидел, ну я говорю, да, сидел 3 часа на одной точке и ничего. Тут просто раз и где-то там влипло. Вот. Не договорил. Для того, чтобы понимать, что у тебя творится на точке. Может быть, там рыба-то и есть. Просто, ну, не нравится ей больше червь. Не хотит она его. Поводок оторвал, что ли? Значит, что-то подцепил просто. Тихо. В лед никто не съел. Не оторвал? А, Как я тянул, так поводок не может держать. понял. Ну, видите как, в лед никто не подобрал, значит, рыбы нет. Я еще переживаю. Тут разная идет дискуссия по поводу, есть ли подводное течение или нет. Но все равно Волхов-то достаточно полноводен. Я думаю, что есть все равно течка небольшая, даже по дну. Вот, плюс еще прошел тот баркасик, который мог вполне себе качнуть этот донный слой и подраскидать все, что там было на дне. Я имею в виду мою прикормку, потому что я утром кинул вот сюда горсть, посмотреть, как она рассыпается. Видите, от нее даже следа не осталось. То есть даже вот здесь под берегом понятно, что прибивная волна сильнее, но там могут и заслонки ходить, могут ходить и жрать. Мы тут сидим, я сижу, в частности, жду, а там уж, может быть, и есть-то нечего. И поэтому надо перекидать еще там кормушек 10, чтобы какое-то хоть пятнышко образовалось. Ну, мои мысли такие. Вот, как оно есть на самом деле, видно только и знает только рыба. Солнышко вышло, красота, 2 часа дня. У меня нет, у меня тихо, даже на мотыльке тишина. Жека вон, дерзкая густерка, да, что выпрыгивает. Говорит, сразу прям в лед. Но есть еще вероятность, что я точку чуть-чуть свою смазал немножко. Не 51 оборот, а там. Хотя, даже те же самые полметра для кормового пятна это вообще не критично. Да даже метр. Ну, значит, у меня там как-то нехорошо. Ну да, почти в точке. Оказывается, у меня рыба там сидит. Вот эти вот передвижения кормушки. Вот густерка. Третий час, солнышко припекает, поклевок нет, что у меня, что у Жени. Склоняемся к тому, что рыбка ушла на на дальний кордон. Рыбка ушла туда, где помельче. Помельче, где солнышко прогревает, там, где ей комфортно. Рано пока еще ей лезть в зимовальные ямы. Я думаю, что при любой возможности будет вылазить там туда, где ощутимо мельче. Поэтому думайте сами. Вот товарищ приплыл, не знаю, местный, не местный, встал на фарватер, растяжечки кинул. И, судя по всему, сейчас будет ловить лещика. Будет интересно посмотреть у него-то как успехи. Если наша теория верна, что рыбка там, где мельче, то он должен, как говорится, чупа-чупсить. Красота. Посидите с нами минуточку, посмотрите на последние теплые деньки осени. Через 2 дня 6, 4, дождь. А сегодня лафа. Вчера было еще теплее. Ну, вчера было вчера. Сегодня. Ну нету, вот прям у меня глухо, например, у меня часов с 12, вот как солнце выглянуло, у меня поклевки сразу прекратились. Я говорю, что скорее всего рыба сразу смещается туда, где мельче, где мелководнее, греться, питаться, кормовая база там оживает, и она уходит туда. А здесь в яме тишина, что у меня тихо, вот, ну Женька там что-то полавливал еще густерку и подлещичков, а у меня-то вот прям тихо-тихо.
Вот, проверить свою теорию мы не можем, потому что еще минуток эдак. Я даже перезабрасывать не буду больше. Минуток 5-10. О, с отстрелом. Давай, нифига себе. Ага. Это называется на нытье. Да, подсак нужен будет. На нытье. Ну тогда, пожалуй, я еще разок перезаброшу. Не-не-не, ты сказал, я не буду. Ну не знаю, больше, наверное, на густерку похоже. Своими словами. На густерку больше похоже, мне кажется. Что-то агрессивно прет куда-то в сторону. В саму траву. Здоровяк-то был... Не, лещ. Лещок, сейчас. Красавчика. Тихо. Такой же, наверное, как и первый. Красавчик. Я ж тебе сказал, мне еще полторы там нужно. На нытье. Вот на нытье называется, а. Все, Жека мне любезно разрешил сделать еще один заброс. Вот, поэтому этого в садок. И тороплюсь, пока граф Ширинкин не передумал. А вот смотрите-ка, и у меня поклевка сразу я выволок, и Жека выволок на червячка. А у тебя это сопочка. Да, сопа. Сопа. Ну вот странно. Ну блин, вообще да, мы ждали выход, но мы ждали выход гораздо раньше, где-то часа в 2. А сейчас уже ближе к 3. Что, выход ближе к 3, что ли, здесь? Ну, еще по забросику. Приняли решение собираться. Жак, против солнышка единственное снимаю. Да. Давай я с этой стороны зайду. Я сейчас вытяну все равно. Ну давай, вытягивай. 9 число. Наверное. Да, четверг. Ловили утречка. С утречка. Почти до 3. Да. Рыбки немного. Но рыбка есть все равно. Все-таки что-то было поймано. Густерка, подлещик. Да. В принципе, Что-то было поймано. считаем, что это неплохо, это зачет. Да? Да. Спасибо. Вот, решили сейчас садочки достанем, кинем сушиться. Ну и так, потихоньку, полигончику будем собираться. Мое. У меня сегодня жирно. Жирненько. Прям вот так. Ну вот. Вот так. А это еще вот так. Вот. Ну, солить я точно, наверное, ничего уже не буду. Уже не хочу. Этих выпущу. Этих, которые тоже помельче. Тоже выпущу. Убегут, ничего с ними не случится, они живее всех живых. Значит, так, эту тоже выпущу. Значит, что остается? Густера. Ну и 2 вот этих вот красавца. Значит так. Наверное, отдам Жеке, попрошу засолить. Приеду в гости, угостит меня. Густеру возьму, пожарю. Вот, скорее всего, такая будет история у меня. Мы собрались, рыбалку завершили. Как мне кажется, рыбалка удалась. 1,7 это мой рекорд. Поэтому, ну, я точно рад. Килошник и кило и 7. И густера 450 грамм. Очень даже неплохо. Загадывать дело неблагодарное, но если погода позволит, то еще разочек, а может 2 выберемся. Увидите. Удачи нам всем. Пока.